Всем доброй ночи. Итак, под мелодичный храп Зены будем с вами снимать видеоролик. Она весь день бегала и вот сейчас храпит, як мужик. Но я надеюсь, что сюда не доходит. Но если доходит, ничего страшного. Итак, друзья мои, мы сегодня с вами проведем интересный ритуал. И, казалось бы, простой в исполнении, но символичный. Вы наверняка слышали такое выражение, как однокашники. Это те, которые ели одну кашу из одного горшочка. То есть люди, которые вместе прошли многое. Вместе радовались, вместе грустили, проходили какие-то трудности в жизни. То есть не просто учились в одном классе, но еще были очень близкие люди, однокашники называемые. Горшочек с кашей. Символ сытости. Каша – это каждодневная еда крестьян, в принципе, издревле. Каши были разные. Гречневая каша, манная каша. Но манная значительно позже появилась. Но молочная каша с разными добавками, различные злаки. И самое интересное, что люди, которые питались кашей, а не какими-то диковинными всякими блюдами, они были здоровее и сильнее. И когда начинались какие-то необъяснимые хвори, которые косили детей богатых семей, княжеских семей, зачастую весь род заканчивался этими, не будем называть, да, трагедиями в истории человечества. Как ни странно, крестьяне выживали. Вот именно каши, они укрепляли иммунитет. Не просто так в армии дают кашу. Каша хорошо действует на мускулатуру мужчины, как бы насыщает его, дает энергию. В злаках все-таки очень много углеводов, очень много энергии, калорий, которые необходимы для здоровой жизни. Братья Гримм очень многое взяли из традиций разных народов. И очень многое в их сказках взято и у славян, естественно, поскольку мы с ними соседи. И очень долгая общая история со времен варягов, викингов. Они все-таки их потомки. И в основу сказки «Горшочек не вари», но я назвала наоборот «Горшочек вари», в основу сказки лежит славянская традиция. Когда молодые строили дом или когда невеста заходила в дом уже с снохой, то свекровь ей дарила горшочек из глины. Маленький, большой, неважно. Туда клали монетку. В то время, когда деньги были, собственно, не в обиходе особо, могли туда класть серебряные или золотые колечки, бусинки, жемчуг, то есть жемчужные бусинки. И хранились. И каждый раз она вытаскивала этот горшочек из потаенного угла, трясла и произносила определенные заклинания. То есть мы чем покупаем еду? Естественно, деньгами, да, то есть монетами, суммой какой-то. Крестьяне, естественно, работали в поле и там собирали
урожай. Но в любом случае это все считалось богатством, имуществом. Туда могли кинуть зернышко или ячмень, горох вместе с этими монетами. И все это вместе составляло благополучие крестьянина, потому что, денежная сумма тогда была не особо в обиходе, еще раз повторяюсь, поэтому они клали туда серебряную монету, украшения серебряные, бусинки, камушки. И каждый раз она вытаскивала и начитывала этот заговор. Это был секрет благополучия ее семьи. Так делали восточные славяне. Потом, когда она сама становилась свекровью, и сыновья женились, приходили в дом снохи, она их обучала, учила, как нужно привлекать богатство. То есть круг, который считался всегда местом, энергетическим местом, где развивается, усиливается энергия, удача семьи. Семейный круг, мы говорим, да, предков круг. Во время праздников языческих делают круг вокруг огня, то есть вот это хороводы водят, круг. Усиливают определенный, чертят определенный круг, символический или из веток делали из огня круг. Одним словом, круг в магии имеет огромное значение. Это благополучие, земной круг, круг солнца, блины пекли именно круглые, как символ солнца, круг удачи. Потом иди, удача по кругу, возвращайся назад. То есть это круговорот жизни. Тот же самый Уроборос, змея, кусающая себя за хвост, образует круг. Коса, которая была на голове женщины, круг, оберегающий круг ее. Юбка, она круглая, да, внизу. Это круг, оберегающий ее женское здоровье, за который не переступали. Круглые монеты, естественно, вешали как обереги. И поэтому этот горшочек из глины, он символизировал круг дома, семью, очаг домашний, хату, в которую должны были прийти удача. И вот в этом кругу как бы назревало все благополучие, удача семьи. Там собиралось. Это как предмет-посредник, заманивающий деньги, имущество и благополучие семьи. Но в основном была нацеленность на то, чтобы хватало на всех еды. В те непростые времена люди донашивали вещи друг друга, потому как не было столько, знаете, тканей, не было столько возможностей покупать, и залатывали, и донашивали вещи до последнего, пока возможно было носить. И это считалось нормальной нормой. Не как сейчас не были избалованы, чтобы иметь по 100 вещей в месяц. И в основном была нацеленность, чтобы была здоровая пища, чтобы хватило всем еды. И самое большое беспокойство было крестьян, чтобы была еда для скотины, чтобы была еда для детей, многочисленных домочадцев, да, и малыши рождались, чтобы коровы могли давать молоко как пропитание для маленьких детей. Это было основное. И символ еды – это горшочек, в котором все варили, готовили, картошку варили, но это позже намного картошка появилась, конечно. Но варили злаки, каши, молоко, молочные всякие там каши. То есть все готовилось в этом горшочке из глины. Глина как материал, носитель энергии Земли, и денежные какие-то купюры, злаки, все это перемешивалось, и создавалась такая символическая, такой маленький алтарь, собиратель энергии, удачи, благополучия в семье. Помните, я вам дарила скатерть-самобранку? Я вам объяснила, что все, что в наших сказках есть, это все на самом деле имеет магические корни магии. Не просто так это все придумано, не просто так составлено, создано.
И вот сегодня я хочу вам подарить еще один ритуал. Так вот, тот самый, да, храп сюда идет, ну ладно. Тот самый ритуал с скатерть-самобранка. Люди очень много пишут, что вот как проводят, у них отовсюду начинаются там, то им принесут, то где-то холодильник в магазине испортится, там звонят, вот хотите, заберите рыбу, мясо, там, чтобы не испортилось, вот сварите, раздают. То есть они попадают в такие вот подходящие, да, моменты для себя. Может быть, кто-то скажет, да ну, это все, как некоторые, это стрёмно. Вы знаете, мы живем в таком мире, где на самом деле может быть и такое, что человеку не на что купить детям еды. И это очень серьезная проблема может быть для этого человека в этот момент жизни. Так что здесь ничего смешного и веселого я не вижу. И когда люди припасаются едой, и когда им привозят отовсюду, там подешевле продают еду или просто приносят. Ну, сколько таких случаев, когда человек говорит, вот провела скатерть-самобранку, вот плохо шли дела, ну, не хватало дома, мало, дети растут, им хочется сладости купить, не могу себе позволить. Вот провожу, и вдруг там звонит тетка. Вот я отправила с человеком вам там вкусности детям, встречайте, сладости, вот радостные бегут дети встречать. Бабушка внезапно оттуда деньги отправила, решила, что вам нужны деньги, идите детям что-то купите. Сосед приходит, не хотите рыбу, а то у меня там холодильник что-то не работает, вот раздаю по соседям, чтобы не испортилось, берите там килограмм 10 рыбы. На работе мужу дали, вот она говорит, в один день и рыбу принесли, и свекровь деньги отправила, и тетка там отправила детям вкусность. Еще им вечером приезжает, целые там сумки полны мяса, какие-то тушенки. Тоже выдали со склада, сказали, забирайте, потому что мы, ну, свежее все, но просто там портится. Бывает такое, что раздают людям, ну, что будет портиться? Вот забирайте домой. И она говорит, я была просто в шоке, потому что сколько я не читаю, вот особенно те годы мракобесия, когда у людей нормальной работы не было, переживали, да, дети растут, иногда и за хлеб насущные люди переживают, так что ничего смешного, ну, вот не вижу, что некоторые, ой, это зачем такие ритуалы, неужели не будет там денег на еду? Да, бывают такие моменты в жизни, что у людей не бывает денег на еду, представляете? И такое бывает в жизни. Может быть, вы родились с золотой ложкой во рту, но люди, прежде чем достичь достатка, иногда и отказывали себе, и детям покупали, а сами голодные сидели, чтобы наелись дети. Понимаете, такое тоже возможно. Бывает, что у людей зарплату задерживает, а еда это, собственно говоря, всякое излишество можно себе позволить отказать некоторое время, а еду ты себе в еде отказать не можешь, потому что это твоя жизнь. Вот о чем речь. Так что вот вам скатерть-самобранка в помощь. И теперь второй ритуал, чтобы привлечь в дом все время достаток и еду, самое главное. И причем здоровую еду и изобилие еды. И у вас всегда будут деньги на то, чтобы у вас была дома еда. Я вам уже говорила, помните, монеты хранить в холодильнике, всегда будет еда. Потом достаток в дом, вот этот ритуал. Он притягивает, я несколько похожих вариантов вам дарила, чтобы притянуть домой деньги и купюру, которую нужно приклеить именно под столом, где вы работаете, или ну, и желательно, где вы, то есть, принимаете пищу. Там под столом всегда храните купюру, положите, ну, ну, что там, все уже, под скатерть или как там возможно. Что нужно в вашем случае? Ой. Кладите несколько монет. Вы можете сюда добавить пшеницу, если у вас дома есть пшено. И пшено тоже, да. Можете добавить
такие полудрагоценные камушки. Можете туда положить серебряное колечко. Но вы должны знать, что все, что сюда положите, вы вытащить не должны. Если вытащите, эта работа, ну, то есть она разрушится, вам придется по новой это все делать. А вы здесь создаете такое энергетическое поле. Вы можете ее наполнить. Ну так, наполовину, не слишком, чтобы здесь можно было звенеть. Вот так читаете. Я сейчас не буду это делать. И где-нибудь храните. Можете маленький горшочек взять, не обязательно там прям вот ну, такой же. Это я так для примера просто, чтобы показать. Можете маленький горшочек. И вот вытаскиваете, держите в руках и поворачиваясь на все 4 стороны света, по одному разу читайте. То есть 4 раза, в общем, читайте, закрываете и прячете туда, откуда взяли. И у вас никогда не будет недостатка в еде. Причем в вкусной еде, там, в сладостях. Вот все, что вы хотите, вы сможете себе позволить купить, есть. И, собственно говоря, вы не будете нуждаться. По крайней мере, еды у вас будет всегда достаточно. Вот в самый последний момент вам будут возить, звонить, приносить, отправлять деньги, там, близкие, родные, если у вас есть трудная ситуация, всякое бывает. А если вы, как бы, работаете, ну, в любом случае, знаете, лишним не бывает, когда ты оглядываешься и смотришь, что ты все себе смогла позволить купить, ну и еще и все время, то есть ни в чем не отказывали себе. Это замечательно. И деньги остались, и вроде дела сделаны, и ремонт, который хотела, планировала, сделаны, вещи, которые хотела, купила, и колечко, которое тебе понравилось, ты смогла себе позволить купить. Но и никогда не нуждались в еде, и всегда ели и пили то, что вам хотелось. И вы, то есть на все всегда хватало денег. Иногда люди оглядываются и прямо удивляются этому. Есть у нас там вечная деньга, потом соберись деньга, и очень много таких ритуалов. Я для чего вам дарю? Чтобы у вас был достаток. Если вы, ну, если у человека получится жить как олигарх, это, конечно, замечательно, но достаток у вас в любом случае будет. И приятно, когда ты все успела, да, год закончился, а ты все смогла. И вещи купила, и в доме что хотела обновила, и ни в чем не отказывали, и поехала там куда-то отдохнуть, и себе украшения взяла. И... То есть на все тебе хватает. Приходит и вот на все. Вот достаток у тебя есть. Пусть ты не катаешься на собственной яхте, а может тебе это и не надо. Но твои дети ни в чем не нуждаются. Тебе машина нужна, купишь, покупаешь. Хочешь там земельный участок, у тебя приходит, покупаешь. Хочешь ремонт сделать, делаешь. Хочешь в дом что-то купить красивое, покупаешь. У тебя на все хватает. Отовсюду приходит. Вот дают тебе все время. И это замечательно. Итак, друзья мои. 4 раза. Вот так берите. Значит, начинайте вот трясти. Потом открывайте, вот убирайте вот крышку. Значит, берете в руки, читайте 1 раз, повернулись на другую сторону, еще раз прочитали, еще раз, еще 4 раза. Потом закрыли крышкой и спрятали. Ну, раз в неделю достаточно это делать, чтобы у вас все время был достаток. Насколько вспомните, ну, делайте. Желательно, чем чаще, тем лучше. Итак, заговор следующий. Спиридон, солнцеворот, повернется с запада на восток, и все, что попрошу, все свершится в срок. Круг солнца, круг земной, круговорот воды, удачи круг, защитный круг, круг великой силы. В том кругу моя удача живет. Вари, горшочек, вари. Чудо чудное мне сотвори. Вари для моего стола еду всякую, явства и фрукты, заморские да местные, сладости и пряности, западные и восточные, рыбу и мясо, молоко и мед, зелень и масло, дичь и оливы. Или оливки, как хотите. В принципе, оливы. Правильно.
и все, что сердце мое пожелает. Еды навари мне и моей семье столько, чтобы мы были всегда сыты, и еще другим смогли бы помочь. Вари, горшочек, вари, едой наполняй наши столы. Всегда будем сыты. Истинно так. Еще раз. Можно ли добавить свои пожелания? Если вы каждый раз будете это говорить, разные пожелания не стоит. Но если вы, то есть если у вас есть какой-то рацион, который вам все время нужно, тогда можно этот список добавить, когда там сказано, что наварить для вас, вы можете добавить. Но учтите, вы должны это говорить постоянно, чтобы этот заговор держался на этой силе. Каждый раз менять нельзя. Надеюсь, поняли. Ну, может, у вас есть какие-то предпочтения в еде? Сказали и все время говорите, вот это нужно для того, чтобы сохранить силу заговора. Ой. Спиридон солнцеворот повернется с запада на восток. И все, что попрошу, все свершится в срок. Круг солнца, круг земной, круговорот воды. Удачи круг, защитный круг, круг великой силы. В том кругу моя удача живет. Вари, горшочек, вари, чудо чудное мне сотвори. Вари для моего стола еду всякую, явства и фрукты, заморские да местные, сладости и пряности, западные и восточные, рыбу и мясо, молоко и мед, зелень и масло, дичь и оливы, и все, что сердце мое пожелает. Еды навари мне и моей семье столько, чтобы мы были всегда сыты, и еще другим смогли бы помочь. Вари, горшочек, вари, едой наполняй наши столы. Всегда будем сыты. Истинно так. Просто хочу вам сказать, что все, что здесь приводится, не именно вот конкретно вот эта еда будет приходить. Просто здесь говорится о еде, то есть о еде изобильной. И оно будет приходить. Естественно, вам решать, что купить, что принести. Но если вы хотите определенную еду все время получать, чтобы у вас получалось покупать эту еду, вот вам принципиально там морскую рыбу каждый раз есть, значит, обозначьте и все время повторите одно и то же, не меняя. Спиридон солнцеворот повернется с запада на восток, и все, что попрошу, все свершится в срок. Круг солнца, круг земной, круговорот воды, удачи круг, защитный круг, круг великой силы. В том кругу моя удача живет. Вари, горшочек, вари, чудо чудное мне сотвори. Вари для моего стола еду всякую, явства и фрукты, заморские да местные, сладости и пряности, западные и восточные, рыбу и мясо, молоко и мед, зелень и масло, дичь и оливы. И все то, что сердце мое пожелает. Еды навари мне и моей семье столько, чтобы мы были всегда сыты, и еще другим смогли бы помочь. Вари, горшочек, вари, едой наполняй наши столы. Всегда будем сыты. Истинно так. Заклинаю. Здесь окончание не столь важно. Заклинаю, да будет так. Спиридон солнцеворот повернется с запада на восток. И все, что попрошу, все свершится в срок. Круг солнца, круг земной, круговорот воды. Удачи круг, защитный круг, круг великой силы. В том кругу моя удача живет. Вари, горшочек, вари, чудо чудное мне сотвори. Вари для моего стола еду всякую, явства, фрукты, заморские да местные, сладости и пряности, западные и восточные, рыбу и мясо, молоко и мед, зелень и масло, дичь и оливы, и все то, что сердце мое пожелает. Еды навари мне и моей семье столько, чтобы мы были всегда сыты, и еще другим сумели бы помочь. Вари, горшочек, вари, едой наполняй наши столы. Всегда будем сыты, истинно так, заклинаю. Чем платить за это? Вот когда вы будете это читать, уже с первых недель вы почувствуете, как много вы сможете, успеете купить, как много вам будет приходить отовсюду. У вас всегда будет еда и в изобилии. Что делать, как платить за это добро духом? Ну, накормите тех,
кто нуждается. Вот вы знаете, что есть бедная семья, и дети там, например, шоколад видят раз в году. Ну, отнесите вы шоколад и позвоните в дверь, скажите, вот детям мы принесли шоколад, нам отправили, у нас много, чтобы они не обиделись, не унижая их достоинство. У нас очень много, и мы все это не съедим. Вот вспомнили, что у вас тоже маленькие дети, возьмите. Если делаете добро, делайте так, чтобы человек не чувствовал себя униженным, чтобы вот вы бедные, несчастные, а мы богатые, нате, берите. Просто возьмите. Когда я хотела делать что-нибудь доброе, я всегда, ну, скажем так, говорила не совсем правду для того, чтобы не унизить человека, чтобы не показать свою вот надменность вот с барского плеча, нате, вот бери. Я говорила всегда, ой, вы знаете, мне столько отправили, а я одна дома, кто будет столько есть? Вот у вас дети маленькие, возьмите, пожалуйста. Фрукты, овощи. Я просто один раз увидела, как у нас соседские там эти дети, там они, у них культур-мультур, конечно, на высоком уровне. Они там жрали, чавкали вот перед этими детьми, шоколады, конфеты. И те вот смотрели на них голодными глазами. Но воспитанные такие детки, они не подошли, не попросили, не попрошайничали. И мне стало очень больно. Вот просто смотрю, жрут как свиньи, а эти дети смотрят. И я прошлась туда, в магазин, у нас рядом прям Магнит, Пятерочка, чуть дальше. Понакупила вот в этих, подошла, и они там стояли. И я говорю, ребят, возьмите, пожалуйста, а то, говорю, мне там принесли, у меня сестра купила там столько всего, а кто будет есть? Ну вот обманула. Я говорю, у меня ребенок остался у них ночевать. Какая сестра? Ну, сестра, да, в Москве ребенок, когда приезжала, сестра уже уехала в Волгоград. Я сказала, что вот она понакупила продуктов, а ребенок остался у них, и мне это все не нужно. Возьмите, отнесите домой. И вот увидели бы их глаза, они прям аж сверкнули, там и мороженое, и вкусности всякие. Вот так, если делаете добро, сделайте так, чтобы не унизить достоинство человека. А вот, ну, что-нибудь придумайте. Ничего тут такого, вы же не обманываете там мир и не рушится. Просто, ну, какой-нибудь такой красивый предлог, чтобы эти люди не почувствовали себя плохо. Я не говорю про алкашей. Я говорю про семьи, где вот мать одна работает, растит детей, там мужа нет или что-то в этом. Или бабушка с матерью, да, растят ребенка. Вот помогите таким семьям. Сделайте доброе дело. Кошки, собаки на улице, они не могут пойти в банке взять кредит и купить себе еду. Помогите, у вас же много будет изобилия еды. Вот что не поели, отнесите, покормите просто. Будьте людьми. Вот к вам духи относятся по-доброму. И вы на этом примере сделаете доброе дело другим людям, которые тоже не способны. Пенсионеры есть у вас рядом. Люди считают копейки, у них там мясо раз в году появляется, и то так, по кусочку. Отнесите, много у вас мяса, вы наварили, сделали, вот налили маленькую кастрюльку, отнесли бабушке рядом. Вот попробуйте, пожалуйста, решила вас угостить. Ничего тут такого нет. Вот и все. Знаете, было бы желание помочь кому-либо легко и просто. Вот у нас вот бабушка с дедушкой, я шучу, я не говорю, скажут, что по одной козе это наш. Потом мы их коз кормим, и собаку кормим, и каждый день идем, и им относим все время. Ну, старые люди радуются, приятно, и они не могут себе лишнее позволить, сами знаете, пенсии сейчас не самые, не на высоте. Хотя они не бедно они живут, потому что у них и огород, и козы, и куры, и все. Это их кормит, им много не надо, но все равно. Вот собаки рядом относим, там оставляем кушать. Ну, что еще? Насколько возможно, всем помогаем. Вот наш сейчас летом бесхвостый будет тут шастать. Рыжий бесхвостый кот приходит. Мы отдельно оставляем, потому что он не доверяет людям. С ним, видимо, очень страшно поступили, поэтому он как бы к людям относится так, с недоверием. Ну, есть желание оставить, покормить. Вот мы можем это делать, да. Вот Яна взяла Маню. Она старенькая, ну, уже для ее возраста, ее породы, она старенькая. Это не просто взять в таком возрасте алабая, знаете, приучить своей добротой. Ну, взяла, она вот такая бочка стала, ест, пьет, как там, а Васька слушает, да ест.
Вот из той серии. Просто будьте добрее, человечнее. Не терпилы, не эти несчастные бедные, которых можно, знаете, все что угодно с ними делать, а они молчат и терпят. Нет. Но добрее к тем, кто не может за себя заступиться, кто нуждается в нашей защите, кому можно помочь. Вот о чем речь. И делайте добро тем, кто это оценит. Не надо всем пихать это добро. Это тоже не нужно. Знаете, если на улице будут раздавать французские духи, никто не оценит, подумает, что это так себе. Знайте меру и делайте тем, кто будет благодарен. А более благодарны, чем дети и живые существа, которые на улице живут, мне кажется, более благодарных людей вы не найдете. Потому что ребенок всегда искренен. Он никогда не соврет. Если он счастлив, если он благодарен тебе, он это показывает. И это очень приятно. Желаю вам удачи, достатка и сытной жизни. Это тоже немаловажно. Потому что нехватка еды, и это и рахит, это и авитаминоз, это и постоянные заболевания. Это мы проходили в 90-е. Так что знаем, что это такое, когда делаешь вид, что ты сытая, потому что не хочешь... Ну, потому что сестренку жалеешь, чтобы она побольше поела. Да. Все мы проходили. Мы тут белоручек таких не найдете, да, изнеженных барышень. Знаем, что говорим и о чем говорим. Удачи, друзья мои. Удачи. Просите, и будет вам дано. Только просите искренне и не забывайте делиться, когда вам много дают. Делиться с теми, кто не способен о себе позаботиться. Всем удачи!